Значит, смотрите, что у нас получается. Это ChatGPT 4 версия с максимальным количеством токенов. Легко подключается к различным сервисам, например, к Телеграму, к Дискорду. Можно использовать в качестве личного помощника, то есть задавать ему вопросы, он нам, в принципе, отвечает так неплохо. Можно его обучать предварительно, можно выгружать в него свою базу знаний. Есть, конечно, большое количество минусов у этого сервиса, но самое главное, он пока бесплатен. По крайней мере, сейчас все это работает бесплатно. Мы можем подключить его, этот сервис, к своему Telegram-боту и, соответственно, в телефоне иметь постоянно своего GPT-помощника, который будет решать ваши какие-то задачи без каких-то API-ключей, без каких-то сложных навыков программирования. Главный минус для меня это то, что я не могу использовать этот сервис в качестве своего там чат-бота, я не могу использовать, прописывать какие-то дополнительные сценарии без определенных навыков программирования, и я не могу этот сервис использовать в качестве своего как бы продающего помощника. То есть я не могу на нем создать своего продающего помощника и анализировать, как он ведет диалоги, потому что у нас к этой базе данных у нас доступа нет. У сервиса есть доступ к базе данных, наверное, поэтому они и дают сервис пока бесплатный, но у нас нет. То есть мы не можем его использовать в качестве воронок продаж, в качестве помощника, ассистента, продавца, но в качестве в личных каких-то целях мы, в принципе, можем использовать этот сервис, и он с нашими задачами неплохо справляется. Привет, меня зовут Игорь Зугевич, и моя основная задача это показать вам, как мы можем использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени и денег. Значит, в этом видео я вам покажу сервис, который называется Coz, с помощью которого мы можем прикрутить к своему телеграмму, либо к своему телеграм-боту, наверное, так правильнее сказать, прикрутить полноценный чат GPT-4 и пользоваться, соответственно, всеми его преимуществами. Там, генерировать изображения, генерировать картинки, выполнять поиск и даже делать, как-то сказать, краткое описание к видео на YouTube. Даже можете потом с этим видео потестить, как это все работает. Значит, что здесь сразу же хочу сказать. Сервис китайский, то есть, насколько я знаю, владельцы сервиса, которые создали вот этот вот сервис, это владельцы TikTok. Насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, обязательно пишите это в комментариях. Значит, здесь сервис бесплатный. На момент съемки этого видео сервис бесплатный. Единственный большой как бы минус этого сервиса заключается в том, что мы не можем к нему, соответственно, прикрутить воронки продаж, но об этом чуть позже. Для личного использования сервис, в принципе, отлично подходит. Значит, что нам необходимо сделать? Можете, да, ознакомиться, почитать принцип построения сервиса, принцип работы с сервисом. После этого вам необходимо зарегистрироваться. Для регистрации нажимаете Get Started и, соответственно, регистрируйтесь. Сервис работает без VPN, то есть если вы зайдете сюда с VPN, то сервис работать не будет. Он работает без VPN для России. Пока большие вопросы. Почему так? Значит, вводим сюда свой, выбираем свой, соответственно, регион, вводим сюда свой номер телефона и регистрируемся на этом сервисе. Либо можно зарегистрироваться с помощью Google. Я именно так и сделал, воспользовался регистрацией с помощью Google. После этого попал, соответственно, сразу же на такую стартовую страницу. Что есть на этой стартовой странице? Мы можем тут уже пообщаться с ChatGPT 4 версии, то есть можно задать вопрос по работе сервиса. То есть это специальный чат-бот, который нам подключенный к искусственному интеллекту, который нам позволяет узнать, как работает этот сервис. То есть, знаете, нету вот этих вот fuck you, где мы можем задавать вопросы, либо читать, искать какую-то информацию, как воспользоваться сервисом, какие-то инструкции. Мы можем прямо здесь задать вопросы. Я у него спросил, что мне делать, мне нужен и в Telegram, и он мне тут же начинает говорить о том, что на платформе Coz можно создать полноценного полноценного бота для Telegram с использованием, соответственно, с использованием искусственного интеллекта. Прежде чем мы будем создавать своего бота, давайте зайдем в такую штуку, как Bot Store. Значит, здесь уже есть созданные кем-то боты в публичном
в публичном как бы пространстве. Что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, посмотреть, на какой платформе работает тот или иной бот. Здесь большое количество ботов работают в Discord, но есть также и боты для Telegram. Также есть боты, которые работают непосредственно на этой платформе. Например, давайте вот копирайтера выберем. Мы сначала перейдем в работу с этим копирайтером непосредственно на платформе, но здесь мы можем выбрать категорию для работы на другой площадке, например, в Telegram либо в Discord. Мы видим модель, которая подключена к этому боту. В данном случае это GPT-4 Turbo 128К. И, соответственно, если мы кликнем на Telegram, то мы перейдем в приложение Telegram и здесь можем также общаться с этим ботом. Также большое преимущество заключается, ну, как бы, это хорошо, что мы можем воспользоваться чужим ботом, но лучше создать своего. Например, мне нужен бот для инсты, для генерации Reels, для генерации каких-то идей для Stories, может быть для генерации идей для видео. Соответственно, мне необходимо создать своего бота, чтобы он писал сценарий непосредственно под меня и для меня. Для этого я буду создавать бота и выгружать в него какую-то базу данных. Воспользоваться теми ботами, которые уже есть. В них, да, выгружены уже какие-то базы данных, но скорее всего для генерации каких-то идей, которые нужны непосредственно нам, эти боты нам не подойдут. Но мы можем воспользоваться поиском. И, например, поискать ботов, специально заточенных под Instagram. Здесь есть категории. Если мы не нашли сразу же в рекомендациях, то мы можем перейти в категории и посмотреть, в каких категориях размещены те или иные боты, которые подходят под нашу, соответственно, задачу. Вот, например, категория про консалтинг, да, и здесь есть бот для Instagram. Есть категория по продуктивности, здесь есть тоже бот для Instagram, который работает на базе Telegram. Соответственно, мы для начала потестить можем взять любого бота, потестить, поиграться, посмотреть с ним. Но я бы все же рекомендовал создать именно своего бота под свои задачи и для того, чтобы мы могли выгружать какую-то свою базу данных и работать с этой базой непосредственно в Telegram, либо, можно сказать, на этой платформе. Значит, как создается свой бот? Нажимаем Create Bot, и здесь нам необходимо выбрать площадку для Workspace, то есть место размещения, рабочее пространство. В данном случае у меня выбрал это персональное место размещения и, соответственно, прописать имя этому боту. Например, я введу AI Bot Test SMM, просто странное название и описание бота, то есть что умеет делать этот бот. И прописано описание. Соответственно, здесь описание должно быть до 2000 символов. В принципе, мне сейчас для теста этого описания вполне достаточно. Что дальше я делаю? Нажимаю. Мне необходимо выбрать картинку. То есть я могу подгрузить свою картинку, либо сгенерировать картинку в Midjourney, либо в Dall. Но я могу также сгенерировать изображение для этого бота непосредственно здесь в рабочем пространстве. И сейчас мне генерируется изображение, буквально здесь особенность этого сервиса, генерация изображения занимает примерно от 40 до минуты в среднем. Все, он мне создал, соответственно, какое-то изображение, которое, по его мнению, более-менее подходит для этого бота. Я сейчас не буду никак пререкаться, не буду что-то придумывать, я просто выберу это изображение. Нажимаю Confirm и, соответственно, попадаю в дальнейший процесс создания генерации бота. Значит, что мне необходимо сделать? Вот я уже вижу свое рабочее пространство, я вижу информацию о своем боте, я вижу, что здесь с ним никто не взаимодействует, с ним никто, то есть он еще не популярен, грубо говоря. Значит, я здесь могу ему задавать вопросы и, соответственно, получать на них ответы и создавать себе полноценного бота. Значит, как происходит процесс? Во-первых, нам необходимо выбрать версию GPT. Здесь мы выбираем ChatGPT-4 128К, турбо, максимальное количество, температуру выбираем, то есть температуру его ответов. Когда температура колеблется от 0,1 до единицы. Температуру, если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что я в среднем выбираю 0,4. 0,4 это не такой креативный бот, но при этом он выполняет те инструкции, которые мы ему задаем. Когда мы выбираем единицу, то бот очень много начинает придумывать, креативить
и улетать куда-то в космос. Поэтому моя всегда работа с ботами заключается в том, что я ставлю минимальную температуру, ну, чуть ниже средней температуры, для того, чтобы он мог давать качественные ответы, и при этом он не сильно отклонялся от какой-то инструкции. Если же мы создаем, это когда бот для каких-то публичных целей, то есть, например, бот для моего телеграм-канала, либо бот, который помогает людям с SMM-продвижением, то есть не нужно, чтобы он уходил куда-то вглубь, как бы в ширину, у него необходимо сделать так, чтобы он соответствовал инструкциям. Если же вы хотите какого-то там творческого, супер творческого бота, ставите температуру единицу и, соответственно, с ней работаете. Я выберу, давайте здесь 0,5, 0,4, давайте 0,5 здесь выберу. Максимальная длина ответов. Так как этот сервис пока бесплатный, мы можем использовать максимальное количество ответов, то есть максимальное количество символов в его ответе. Поэтому здесь 4096 меня устраивает. И диалог, то есть сколько он запоминает, сколько он запоминает, соответственно, сообщений. То же самое. Здесь бот бесплатный, создается все бесплатно, поэтому я здесь выставляю на максимальных показателях. Все, GPT-4 Turbo, 128К, 0,5 температуры, максимальное количество, максимальный его ответ и максимальное количество возможностей максимальное количество диалогов, которые он, соответственно, может запомнить. Все, мы выбрали версию этого бота. Можем ее здесь протестировать, но сначала нам необходимо ее опубликовать. Для того, чтобы этот бот работал в нашем Telegram-аккаунте, необходимо его, соответственно, подключить к Telegram. Для этого мы, давайте пока опубликуем его. Здесь нам необходимо прописать какую-то инструкцию, то есть что будет появляться в самом начале. Давайте я просто напишу. Тут будет инструкция для бота в начале, я вам покажу, где мы все это потом сможем увидеть. Вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4. Нажимаем Confirm и, соответственно, бот создается. После того, как бот создан, мы можем его привязать непосредственно к Telegram-каналу. Для этого к Telegram-аккаунту, извиняюсь, не каналу. Мы можем его, в принципе, привязать куда угодно. Можем его привязать к Инстаграму, к мессенджеру Facebook, к Телеграму, к Дискорду и в Reddit и куда угодно. Значит, я хочу, например, его привязать к Телеграм-каналу, к Телеграм-боту, извиняюсь еще раз. Значит, что необходимо сделать? Я нажимаю Confirm, и здесь я должен ввести API токен от того бота, который я создаю. Как это делается? Для этого мы переходим непосредственно в Telegram-канал и находим бот-фазер. Нашли бот-фазер, и здесь мы, соответственно, берем и создаем new bot и прописываем, соответственно, имя этого бота. Но у меня здесь есть уже бот для теста, и нам, соответственно, бот-фазер дает нам вот такой вот токен. API токен. Мы его просто копируем и перехожу обратно в сервис. Сюда ввожу этот токен, нажимаю Save, сохраняю. И он мне говорит, что этот токен уже используется для другого, соответственно, вашего бота. Пришлось создать нового бота и, соответственно, копирую этот токен и вставляю его сюда. Вставляю, нажимаю Save. Все, теперь у меня есть бот с версии ChatGPT 4. Единственное, он пустой. Здесь выбираю плашку, что он будет работать непосредственно в Telegram. И все. Значит, чтобы это все сохранить, необходимо выбрать категорию, куда будет относиться этот бот. Давайте он будет относиться к категории learning, да, пускай это будет эта категория. И дальше выбрать, это приватный бот или публичный бот. Давайте, пускай это будет пока приватный бот, но если мы хотим, чтобы он отображался в списке всех ботов, мы его должны сделать публичным. Мы его делаем приватным, и здесь мы можем вписать какой-то журнал изменений, то есть что мы делали в процессе этого бота. Мы здесь ничего не делали, мы просто создали бот и привязали его к Telegram. Нажимаем
опубликовать. И теперь наш бот, соответственно, вот он, финиш, нажимаем финиш. И теперь наш бот, которого мы создали, он уже подключен к ChatGPT 4. Помните, в самом начале мы показывал вам надпись, да, что тут будет инструкция для бота в начале. Вот, соответственно, это инструкция для бота в начале. Тут будет инструкция для бота в начале, вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4. И, соответственно, все 4 варианта для того, чтобы то, что мы прописали в самом начале бота. Значит, как сейчас настроить этого бота под себя? Значит, мы можем уже, в принципе, пользоваться ChatGPT 4 версией, здесь задавать ему какие-то вопросы, получать какие-то ответы. Но, на мой взгляд, если мы создаем какого-то бота под себя, то необходимо настроить его под себя, и чтобы он выполнял определенную какую-то задачу, которая нам необходима. Значит, а какие задачи может выполнять, соответственно, этот бот? Вот этот бот, мы перешли в его настройки, и здесь мы можем выбрать, прописать ему промпт, то есть какую задачу он будет выполнять. Промпт можно прописать вручную, но я все же вам рекомендую перейти в наш телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. В телеграм-канале есть у нас ссылка на сообщество, и здесь есть огромная база промптов, которые мы можем использовать как в ChatGPT 4, так и с любым искусственным интеллектом. Здесь у нас также есть, кроме этой базы промптов, есть такая штука, как применение ИИ в повседневной жизни. И здесь есть большое количество образов для различных ботов. То есть это может быть тату-мастер, это может быть фитнес-тренер, это может быть диетолог, это может быть СММ-специалист, это может быть специалист службы поддержки, это может быть специалист репетитор начальной школы, или репетитор старшей школы, это может быть профессор в университете. То есть любые, у нас здесь больше 250 образов, которые могут, соответственно, быть использованы для обучения нашего бота. Например, смотрите, давайте выберем какую-нибудь задачу, которую он будет выполнять. Например, running coach, то есть тренер по бегу. Мы берем эти данные, копируем и вставляем, соответственно, в COS. Если вы не в нашем телеграм-канале, обязательно перейдите по ссылке под этим видео. Там, еще раз говорю, там огромная база знаний по использованию искусственного интеллекта в личной жизни и в коммерческой цели. И также есть огромная база знаний с промптами и с такими образами, которые можно использовать где угодно. То есть мы их использовали в ChatGPT 4, сейчас здесь можем использовать в COS. Вводим сюда эти данные, и все, теперь наш бот обучен, то есть мы бот по SMM сначала создавали, а это будет коуч. Хорошо, ничего страшного. Персонально, значит, обучили, то есть это профессиональный коуч. Мы можем этот промпт оптимизировать непосредственно под ChatGPT 4. И он сам уже здесь оптимизирует наш промпт, дает ему более, наверное, какой-то вид, который подходит для лучшего обучения. То есть вот он нам оптимизирует наш промпт, но в принципе я пользуюсь этими промптами в таком стандартном видео. Мы можем, соответственно, также его доработать таким образом, а можем оставить в стандартном виде. Но давайте сейчас тратить время не будем на доработку, оставим его в стандартном видео. Значит, что дальше нам необходимо сделать? Во-первых, нам необходимо привязать к этому боту определенные плагины. Например, мы хотим, чтобы этот бот мог анализировать, это бот по бегу, правда, ладно. Мы, например, хотим, чтобы этот бот мог искать какую-то информацию в интернете. Например, он будет искать лучшие тренировки по бегу в интернете, постоянно, соответственно, искать какую-то информацию по этой теме. Мы подключаем к нему Google Search, Web Search, и, соответственно, бот уже становится подключен к интернету. Мы просто добавляем add, и теперь бот подключен к интернету. Мы хотим, чтобы бот генерировал картинки. Мы добавляем ему DALL-E 3. Чтобы бот автоматически распознавал изображение путем автоматического анализа. То есть мы ему присылаем какую-то картинку, и он мог по этой картинке, соответственно, определять, что на этой картинке изображено. Давайте подключим. То есть мы можем к нему подключить огромное количество плагинов, например, CapCut.
результат, например, Bing, например, YouTube. Либо мы можем к нему подключить социальную сеть Twitter, да, где он будет искать какие-то по ключевым словам, кто где бегает, кто где, что происходит сейчас в мире бега, да, в данном случае для нашей задачи. Можем подключить и к нему погоду, чтобы он анализировал погоду, смотрел, можно ли сегодня выходить на улицу для бега или нет. Можем подключить к нему Leonardo, TripAdvisor, можем подключить к нему сервис поиска авиабилетов Google Flights. То есть мы можем к нему подключить огромное количество плагинов. Вот это вот мне плагин больше всего понравился, транскрипт YouTube, то есть транскрибация YouTube видео без их просмотра. Кидаем ссылку боту, и он нам кратко рассказывает, о чем, соответственно, это видео. То есть большое количество плагинов, функций, которые здесь в этом сервисе есть. Но давайте остановимся вот на этих нескольких, которых мы добавили. Все, мы добавили, и, соответственно, теперь к нашему этому боту уже подключен поиск, подключен DALL-E и подключена возможность анализировать изображения, которые мы ему присылаем. Дальше, значит, это его скиллы, то есть это его навыки, которыми он обладает. Также в скиллах мы можем ему прописать так называемый подход по чат-ботам. То есть, что это значит? Мы можем посмотреть, как это выглядит, например, но здесь без навыков программирования мы далеко не уедем. То есть здесь необходимо сделать так, например, чтобы бот обращался там по имени, чтобы бот забивал какие-то определенные данные. Соответственно, я с этой штукой не разбирался, потому что у меня знаний программирования нет, поэтому я с этой штукой не разбирался. Но если вы разбираетесь, зайдите, посмотрите, напишите в комментариях, что подробно это значит. Значит, я эту штуку не использую. Дальше, значит, следующий раздел — это memory, то есть его память. Здесь мы можем загрузить в него какую-то нашу базу знаний, да? Мы создаем базу знаний и можем загрузить, соответственно, базу знаний. Базу знаний можно загрузить в PDF, текст, тексты, док форматах. Можно с Google документов загрузить базу знаний. Можем прописать ее вручную, то есть вручную прописать. Либо дать какие-то ссылки на наш Notion, либо на Google Doc. Давайте вручную пропишем. Вот. И, соответственно, мы здесь создаем сегмент и прописываем уже непосредственно до 2000 символов базу знаний для этого бота. Я сейчас ничего не буду сюда прописывать, соответственно, оставлю как есть. Все, значит, таким образом мы можем создавать себе определенные базы для нашего бота. Хорошо, после этого мы выбираем эту базу и просто добавляем таким вот образом. Но сейчас добавлять ее не буду. Значит, дальше, что у нас следующее? Это variable, что-то изменчивое, да, переменные, которые мы хотим добавить. Возможность хранить данные в формате значений, в формате ключей. Database — это возможность хранения структурных данных в виде таблицы. Long memory — это долгосрочная память. Мы ее обязательно включаем для того, чтобы наш бот адаптировался под нас. И Flybox — это для того, чтобы люди, которые пользуются этим ботом, могли оставлять в нем какие-то свои файлы, какие-то свои данные. И, соответственно, он у нас по умолчанию будет отключен. Дальше, значит, следующий раздел — это Advanced. Это более сложные системы управления и обучения бота. Здесь есть возможность создавать какие-то напоминания, то есть бот нам, например, раз в неделю, либо каждый день что-то нам отправлял. Например, каждое утро он нам присылает прогноз погоды, либо каждое утро он нам присылает какую-то сводку по новостям из Твиттера с определенным ключевым словом. То есть это достаточно удобная функция, и мы здесь просто настраиваем триггер, соответственно, как он будет действовать, например, каждый день там в определенное количество, в определенный день, либо там по каким-то числам месяца, может быть, что-то он нам будет напоминать, и, соответственно, здесь мы прописываем, что он, соответственно, должен нам написать в этот период времени. И от него приходит, соответственно, это сообщение. Достаточно удобная функция, ее также можем подключить. И, значит, открытые диалоги — это то, что вначале будет, например, ты бот по бегу. Ну, чтобы не мучиться сейчас, не прописывать открытый диалог, я нажму автоматическую генерацию, и он мне сейчас автоматически все сгенерирует, исходя из той задачи,
исходя из того промпта, который мы здесь ему прописали. Видите, он you are as a running coach, то есть вы можете спросить коуча по бегу, и, соответственно, здесь все вот эти вот варианты ответов, которые я специализирую на планах тренировки, коррекции техники подготовки к соревнованиям. Благодаря моему опыту в области биомеханики и физической подготовки я могу помочь вам улучшить ваши пиковые результаты и предотвратить травмы. Готовитесь ли вы к марафону или хотите развивать свою молодежную команду, я вам помогу. И, соответственно, варианты ответов. Какие некоторые распространенные методы предотвращения травм при беге? Можете ли вы порекомендовать какие-то обучающие приложения для подготовки к марафону? Как я могу улучшить свою аэробную форму, чтобы улучшить результаты соревнований? То есть, исходя из того, что мы здесь ему прописали, он нам генерирует потенциальные возможные вопросы и ответы в рамках бота. Все, конечно, можно перевести на русский язык, но сейчас этим пользоваться не будем. Вот. Следующий раздел — это когда нам бот отвечает на наш вопрос, он нам дает, знаете, это как Perplexity, если вы видели. Бот отвечает на вопрос, давайте я вам покажу, как это выглядит. Бот, когда отвечает на вопрос, вот в одном из своих ботов у меня это реализовано. Вот, он нам дает 3 варианта ответа. То есть он ответил на вопрос и еще дает какие-то 3 варианта вопросов, чтобы мы не задавали ему. Достаточно удобно, если мы его используем для самостоятельной работы. Еще раз говорю, для воронок продаж такой бот уже не подойдет. И здесь он нам даст, соответственно, ответ на тот вопрос, который я, соответственно, ему задаю. Вот краткую выжимку я ему делал. Могу по краткой выжимке еще задать вопрос, и он нам тут же будет на этот вопрос отвечать. То есть эта функция как раз и настраивается вот здесь. Вот здесь. Здесь у меня стоит по умолчанию, я могу выключить, а могу, соответственно, кастомизировать там, ну, чтобы он больше изучал, подходил к ответу необходим мне. Но давайте пока ее выключим. И голосовой помощник. В данный момент голосовой помощник пока не работает с Telegram. Я не знаю, с чем это связано, но не работает с Telegram, но у меня по умолчанию он включен. Как только появится такая возможность, он будет работать. В принципе, мы выполнили все базовые настройки. Теперь мы его публикуем. Здесь оставляем его в Телеграме. Здесь можем прописать то, что мы изменяли, можем сгенерировать, то есть чтобы он сам прописал то, что мы ему сейчас делали в данный период времени. Например, мы мы удалили, соответственно, вариант 1, вариант 2, вариант 3. Мы добавили персональный промпт, мы заменили инструкцию, да, которая в самом начале выдается. То есть он все это прописал. Нажимаем «Опубликовать», и теперь наш бот, тот самый, с которым мы взаимодействовали, с которым мы работали, можем прямо отсюда перейти, он уже, соответственно, не тот бот, который дает инструкции в самом начале бота, а нажимаем «Старт», и он уже говорит, что он коуч по бегу и дает те варианты ответов, которые нам необходимы. Соответственно, я выбираю нужный мне вариант ответа, и тут нужный мне вариант вопроса, ответа, и тут же он мне сейчас должен начать отвечать на этот бот. Вот, соответственно, он показывает вопрос, который я ему задал, и начинает, соответственно, отвечать под этот бот. Конечно, я могу все перевести на русский язык, я могу в инструкциях прописать, чтобы ответы он не генерировал на русском языке, но это уже как бы каждый из вас сам выберет, как работать с этим ботом. Еще раз говорю, что у нас есть огромная база знаний, база различных промптов, запросов по работе с различными ботами, сервисами, которые подходят абсолютно для любого сервиса. Даже вот для генерации ChatGPT 4, это 4-я версия на базе телеграм-канала, через этот сервис это тоже такая возможность есть. На этом все. Мы с вами создали бота на базе телеграм-канала. Мы можем его использовать где угодно, хоть в веб-версии, можем использовать непосредственно в телеграм. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка находится под этим видео, там огромная база по работе с искусственным интеллектом. С вами был Игорь Зуевич, поставьте лайк, подпишитесь на канал, пока.